Добрый день, дорогие рыбы! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на сентябрь 2024 года. Да, дорогие, включайте VPN, если у вас есть сложности с просмотром этого видео. Присаживайтесь поудобнее, сейчас будем разбираться, каким же будет для вас этот сентябрь. Забегая немножечко вперед, зная, что ждете осенние гороскопы, они выйдут следом после сентябрьских. А пока планируем этот месяц, в котором у нас очень много дел, у нас и планетарных событий, и коридор затмений, и что со всем этим делать, сейчас расскажу. Да, ребят, у нас сентябрь начинается бодренько, у нас 1 сентября уходит в ретроградное движение Уран, и скажу так, что на рыбок 3-й декады эта история будет очень даже классная. Поэтому здесь, дорогие мои рыбки 3-й декады, забегая вперед, рыбы 1-й декады — это те, кто родился в феврале, рыбы 2-й декады — это те, кто родился с 1 по 10 марта, и рыбки 3-й декады, кто родился с 11 марта и до знака зодиака Овен. Да, и здесь, конечно же, вот историю с ретроградным Ураном очень хорошо прочувствуют рыбки как раз-таки 3-й декады. Здесь будет такое воодушевление, много энергии. То есть история, которая длилась у вас вообще, в принципе, с января, с февраля 2024, то есть все, что вы сделали в работе, в карьере, именно внедрили новое, кто-то поменял работу, кто-то запустил нечто новое, начал обучаться чему-то, да, потому что Уран — это планета, которая связана с обучением именно сложных знаний, да. Здесь информационные технологии, аналитика, компьютерные все истории связаны, и эта история как раз-таки будет положительно влиять, даже ретроградность Урана. Ретроградный Уран у нас будет с 1 сентября по конец января 2025 года, поэтому здесь история рыбки 3-й декады, скажу, что будет у вас работа над ошибками, то есть в этих проектах можно будет подняться на уровень выше. Также у нас с 1 сентября еще Плутон меняет знак из Водолея, он переходит в Козерога, и здесь рыбки 3-й декады тоже у вас будет очень много сил, мощи, энергии, амбиций, и сам Нептун находится еще в последнем градусе рыб, поэтому здесь рыбки 3-й декады, скажу вам так, что есть здесь свои плюсы, много энергии для развития, для реализации, для того, чтобы запустить нечто новое, построить бизнес. Но эта энергия настолько большая, потому что это 3 высших планеты, энергия, она такая шарашащая. Для рыб 2-й декады история начала сентября — это про то, что необходимо будет делать то, что не очень-то нравится, потому что здесь Сатурн находится в 17 градусе рыб, и он делает в ваших транзитных картах соединение с Солнцем, а это всегда история, когда нужно прям браться за работу, делать много не очень хочется, да, особенно это та работа, которую раньше не доделали, поэтому здесь необходимо, я бы так сказала, себя брать в такие вожжи. Конечно, если бы вы еще летом этого не начали делать, да, как раз таки, когда у нас Сатурн 30 июня развернулся, поэтому здесь история вот такая. Для рыбок 1-й декады разворот Урана, история сложноватая. Здесь будет как раз-таки проходить вот те самые события, которые будут вот не досложились ранее. То есть здесь освобождение от всех правил, как правило. Кто-то захочет поменять работу, кто-то захочет что-то изменить, проявить себя креативно. И это будет, я бы сказала, со знаком таким небольшим минусом. Будет чрезмерное желание свободы, чрезмерное сделать все супротив, как говорят другие. Поэтому рыбки 1-й декады, будьте аккуратны. Но, тем не менее, скажу, что у нас с 5 сентября Марс меняет знак, и он уже будет не в воздушных близнецах, а в таком же спокойном, меланхоличном, эмоциональном раке. Да? Поэтому Марс в раке будет очень
помогать здесь как раз-таки рыбам первой декады для того, чтобы хоть как-то стабилизировать вот это состояние. Вообще у нас 2-3 сентября еще новолуние. Новолуние у нас будет в Деве. И это история того, что новолуние в Деве, но Солнце в этот момент будет в оппозиции с Сатурном. То есть начнет сходиться точная оппозиция с Сатурном. И эта история всегда про наши иллюзии и реальность. Поэтому, да, дорогие рыбы, хочу сказать, что для вас сентябрь будет, я бы так сказала, месяцем, когда необходимо реально посмотреть на свою жизнь. Особенно очень сильно сентябрь отразится как раз-таки подумать о старом, о прошлом, что было, что не реализовали, где побоялись из-за страхов. Потому что у нас весь сентябрь будет очень сильно и остро фонить Лилит. Забегаю вперед, скажу, что у нас 18 сентября начинается коридор затмения, начинается он с лунного затмения, да, это полнолуние. Полнолуние у нас будет в рыбах. И закончится коридор затмений 2 октября. И эта история, когда очень сильно, мощно, как раз-таки на кармических узлах у нас будет торчать Лилит в тот момент, когда мы будем проходить вот этот сложный момент. Да, для рыб эта история будет эмоциональная. Скажу больше, что вот первый отрезок сентября, да, первые 2 недельки с новолуния в Деве и до полнолуния, да, то есть до лунного затмения 18 сентября, история, я бы так сказала, больше продуктивная, история больше про то, чтобы себя замотивировать, постараться решить те жизненные вопросы, связанные с партнерством, связанные с финансом, связанные с работой. И почему в этих моментах вы не поднимаетесь на ступеньку своей социальной реализации выше, да? Потому что здесь, я бы так сказала, новолуние заставит нас всем честно себе сказать, что именно мы хотим от жизни. И вот здесь главное не побояться и начать продуктивно, плодотворно эту историю хоть чуточку реализовывать, да. И здесь скажу, что 18 сентября у нас будет как раз-таки полнолуние, которое будет в рыбах. Луна будет в соединении с Нептуном, и эта история будет очень сильно эмоциональна для рыб именно 3-й декады. Поэтому, да, дорогие рыбки, скажу вам так, что вот здесь немножко поштормит, здесь эмоции будут захлестывать, и для того, чтобы они не захлестывали так сильно, как не хотелось бы, да, пожалуйста, проведите первые 2 недели сентября более продуктивно и рационально. Знаю, что будет сложно, особенно сложно, честно сказать, будет рыбам 2-й декады, потому что здесь и Сатурн идет, да, и здесь еще и Юпитер в квадратуре из близнецов подсвечивает, да, то есть это история того, что вроде как надо трудиться, и вроде как Юпитер, такие внутренние претензии, когда не понимаешь, куда идешь, зачем идешь, когда вроде как и надо учиться, и вроде как поднимать свой социальный статус, набираться опыта, а вот внутренние такие претензии, зачем мне вот это нужно. Поэтому еще раз говорю, вот лучше всего начинать сентябрь и честно себе в новолуние сказать, что я хочу, как я хочу жить, куда я иду, сделать вот такой курс вперед, ракурс на то, чтобы развиваться, потому что если же вот честно себе не сказать и не понимать цель, да, куда мы идем, то тогда этот коридор затмений будет сложным. Почему? Потому что у нас здесь еще и Венера с начала сентября, она у нас в весы зашла, и она у нас тоже кармические узлы будет проходить, и будет Лилит в том числе проходить первую половину месяца, да. Но сложность будет заключаться именно как раз-таки после того, как начнется коридор затмений, потому что у нас в этот момент Венера
Венера начнет съезжаться в квадратуре с Плутоном. Да, на рыб третьей декады этот момент будет очень даже положительный, на рыб первой декады момент будет сложноватый, поэтому здесь, ребят, нужно, я бы так сказала, понимать, ради чего стараемся, ради каких отношений мы вообще в принципе развиваемся, есть ли у нас развитие в этих отношениях, или есть в отношениях только претензии, да. Вообще история с претензиями будет у нас весь коридор затмений, поэтому здесь эмоциональное открытие вот самого коридора затмений с 18 сентября, да, с полнолуния, это момент, когда кто-то выпадет в депрессию, кто-то захочет себя пожалеть, утонуть в своих воспоминаниях, вот в такой истории меланхоличной. Здесь желательно бы, я честно, ребят, советую, чтобы не было вот таких сложных историй. Постарайтесь честно отвечать на свои же вопросы и претензии. Да? Чем честнее вы будете, тем меньше будет вот этих иллюзий, розовых очков и претензий к партнеру, потому что Венера будет в квадратуре с Плутоном и захочется прям вот поскандалить. Да? Ну и потом уже с 23 сентября Венера вообще в принципе выходит в Скорпион. И ну, когда Венера в Скорпионе, это прекрасная, отличная, я бы так сказала, склейка отношений. Здесь даже скандалы и манипуляции, которые будут, я бы так сказала, для рыб первой декады в принципе будут, пойдут на пользу. То есть в этих выяснениях отношений вы выясните то, что вам будет нужно. Главное извлечь с этого урок. Потому что помните, ребят, да, когда у нас классные аспекты на небе, мы, бывает, очень часто просто ленимся, не создаем благоприятные события, и получается, что этот момент времени, он у нас прошел впустую. Да? Поэтому для того, чтобы коридор затмений у вас не прошел впустую, а прошел очень, я бы так сказала, продуктивно, активно и интересно, чтобы вы прошли много, я бы так сказала, своих вопросов к себе, к миру и, самое главное, страхи, потому что заканчивать коридор затмений мы будем 2 октября, и это такая, знаете, лакмусовая бумажка, потому что здесь от нас, от всех просят отказаться от своих же страхов, потому что у нас южный кармический узел будет в соединении с Лилит, а Лилит всегда черпает энергию с наших страхов, которые далеко где-то сидят. А страхи — это про то, что мы куда не идем вперед. Почему мы не идем вперед? Почему мы не идем вперед в отношениях, в бизнесе, в карьере, в работе? Потому что напоминаю, что кармические узлы у нас стоят на оси Овна весов. Весы — это партнерские отношения, да, то есть баланс мужского и женского в нас же самих, да, и тогда у нас есть прекрасные все данные для того, чтобы наши отношения стабильно развивались и было в них хорошо, комфортно. Овен — это история, конечно, бизнеса, история продуктивности, движения вперед, движения на развитие. То есть Овен — тот знак зодиака, который не останавливается. А если останавливается, то начинает ругаться, скандалить со всеми, портить отношения, в прямом смысле воевать. Поэтому для того, чтобы не прийти к концу коридора затмений как раз-таки на истории того, чтобы натворить кучу дел, не поругаться со всеми, здесь было бы очень хорошо и прекрасно как раз-таки разобраться в своих страхах и понять, честно себе ответить, почему нет развития. И тогда этот коридор затмений получится очень даже выигрышным, очень даже классным, пройдутся многие жизненные уроки, и тогда для рыб, я скажу, 2025 год будет совершенно другим, потому что уже вот этот коридор затмений будет немножечко фонить вот тем самым настроением, потому что, замечу, Нептун сейчас находится в том же самом градусе, в котором он будет ровно в конце марта 2025 года, когда у нас будет коридор затмений, после которого Нептун выйдет из рыб и войдет в Овна, да, то есть это будет большая такая мощная трансформация для рыб третьей декады, и здесь нужно будет вот эту историю очень тонко, сильно прочувствовать. Поэтому здесь, ребят, кстати, кто не смотрел годовой прогноз для рыб на 2025 год, в конце этого видео прикреплю, чтобы вы не боялись, не переживали, просто понимали, что нам всем дается по силам,
И этот коридор затмений, он не будет таким сложным, что там лопатой нужно грести. Сложнее всего, честно сказать, будет как раз-таки рыбкам второй декады, потому что там просто торчит Сатурн и Юпитер из Близнецов. Вот у них квадратура, это внутреннее сопротивление, когда один день ты просыпаешься такой, борец, готов трудиться, достигать, на следующее утро в тебе вот этот Наполеон уже потух, да, то есть уже появилось очень много претензий, это когда напряженный Юпитер, претензии, да зачем мне это нужно, да это вообще никто не оценит, я недостаточно хорош. То есть это вот такая история. Поэтому здесь, ребят, для того, чтобы не рисовать себе эти иллюзии, чтобы вот не было вот этих качелей, потому что здесь качели и в финансовом, и в эмоциональном статусе. Потому что если вы себе в начале сентября, дорогие рыбки, назначите цель, как раз-таки, поставите себе вот эту четкую цель, и вы себе солгете, да, то это будет история, что вы чего-то достигнете, там, с какой-нибудь скромной историей, которую вы для себя выделили. Вы ее достигнете и разочаруетесь, потому что цель не та, а вам хочется гораздо больше, гораздо мощнее. Будьте честными перед собой, ответьте себе честно на вопрос, чего же именно вы хотите, и тогда этот сентябрь будет эмоционально очень выигрышным. Да, придется именно эмоционально проходить вот эти сложные моменты, поэтому, дорогие рыбки, я в вас верю. Я в вас верю, я понимаю, что вы справитесь, не просто так, вы мудрый знак зодиака. Постарайтесь быть максимально честнее в первой половине сентября, и тогда коридор затмений уже на этих эмоциях и планомерности пройдут гораздо мягче. Что касается учебы, конечно же, здесь история того, что у меня просто очень многие спрашивают, что касается учебы, первую неделю, конечно, сентября будет сложно, потому что у нас здесь еще и Меркурий будет во Льве, это оратор, которому очень сложно сесть и за парту учиться вообще. А вторая, третья неделя сентября прекрасное время, здесь и Меркурий будет в Деве, прекрасная история Меркурия в оппозиции с Сатурном, когда сложные знания, будет усидчивость, планомерность, делать какие-то сложные умственные задачи, затраты. Главное, еще раз говорю, чтобы вот рыбкам второй декады вот этот вот Юпитер, да, внутренний критик и политик, можно это так сказать, мудрец, да, чтобы вот не говорил, зачем мне вообще это нужно, чтобы не было претензий к этим знаниям. Тогда сложится все очень-очень хорошо. Да, дорогие, подвожу итоги. Сентябрь будет не сколько физически тяжелым, сколько эмоциональным. Нам необходимо будет сделать очень много, нам необходимо будет пройти именно много эмоциональных сложностей, но при этом я скажу так, при всех сложностях даже для рыб второй декады, да, вот уже к коридору затмения, к окончанию, вот я смотрю, 2 октября у меня открыто, здесь прекрасный аспект и Марса, и Венеры на Сатурн, поэтому здесь все-таки получится и прийти в отношениях к взаимопониманию, к тонким вот таким интонациям души, к мотивации планомерной. Поэтому кому сложно, внедрите какой-нибудь спорт, такой, какой вы любите. Плавание очень хорошо, йога, релаксация, стретчинг. Будет получаться гораздо лучше для того, чтобы себя мотивировать, например, что-то делать, что-то начать планировать. Знаю, что с Сатурном в вашем знаке очень сложно это делать, совершенно не рыбья энергия, поэтому, да, дорогие, запасаемся терпением. Только в мае 2025 года Сатурн покинет знак Рыбы и станет прям реально хорошо полегче, а пока заставляет трудиться. Ребят, вот такой будет для вас сентябрь. Я надеюсь, вы понимаете всю мудрость ситуации, так как вы рыбы, я в вас верю, и я вижу, что на аспектах все у вас должно получиться. Здесь главное понимать, что это все временные события и обстоятельства, которые нужно просто эмоционально пережить. Ребят, спасибо большое, что были здесь, что досмотрели это видео до конца. По классике в конце актуальные ролики. Если вы их еще не смотрели, посмотрите. Я желаю вам классного месяца. И да, если у вас есть вопросы, оставляйте в комментариях к этому видео. Обязательно указывайте свою дату, время, место рождения и ваш вопрос. И тогда я открою именно вашу натальную и транзитную карту и отвечу именно вам. Ребят, а я с вами прощаюсь. Увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.